В начале сегодняшнего ролика выполним обещание, данное нами неделю назад. Мы посмотрели несколько последних выпусков передачи «Большая игра» на Первом канале. И можем подтвердить, бои за Малую Токмачку продолжаются. В Запорожском направлении продолжались бои в районе Речного, к северу от Степногорска, в районе Магдалиновки, в районе Малой Токмачки, в районе Щербаков. Также в районе Щербаков и Малой Токмачки. В прошлый раз вы написали много ироничных комментариев, мол, захват Малой Токмачки – это и есть главная цель путинской спецоперации. Однако в данном случае это даже не совсем сарказм и не доведение до абсурда. Вот официальная новость за 17 ноября 2025 года. Белоусов заявил о серьезном шаге к победе в СВО. Министр обороны поздравил российских военных с освобождением Малой Токмачки. Андрей Белоусов обратился к бойцам 70-го и 270-го мотострелковых полков, которые продолжают взламывать оборону противника, пишется там, и уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении. Освобождение Малой Токмачки в Запорожской области министр назвал серьезным шагом к достижению целей СВО. Сам министр обороны ровно так и сказал. Малая Токмачка – это, мол, серьезный шаг к достижению целей спецоперации. Безо всякого сарказма и совершенно не у меня в комментариях. Сегодня обсудим, что происходит на фронте и в российском тылу, и чего стоит все происходящее России. Перед тем, как перейдем к обсуждению, напомню, что если у вас тормозит ролик, в описании вы найдете инструкцию, как можно ускорить YouTube и в целом обойти российские блокировки. Там как бесплатные, так и платные сервисы. Среди платных обратите внимание на Blank VPN, который занимает стабильно высокое место в нашем рейтинге VPN. А спонсор рубрики M-Card. Они выпускают виртуальные карты, которые можно оперативно оформить и пополнять рублями через СБП. Спустя полгода после виртуального взятия Малой Токмачки официоз продолжает сыпать победными реляциями. С опломбом и отсылками к 45-му году. Сейчас снова будет фрагмент передачи «Большая игра», минут с небольшим. Придется посмотреть. А еще сегодня важная годовщина. Ровно 81 год назад, то есть 22 апреля 1945 года, передовые части Красной Армии вошли в Берлин. Началась подготовка его штурма, которая непосредственно стартовала уже 24 апреля. И сегодня Россия продолжает побеждать на поле боя, двигаться вперед практически по всей линии фронта и реализовывать все задачи спецоперации. Напомню, что накануне Владимир Путин как раз заявил на церемонии награждения победителей премии служения, что, цитирую, «Мы знаем, чем все закончится, и будем просто реализовывать все поставленные цели и задачи, которые, безусловно, будут достигнуты». И о том, как мы двигаемся к победе и что прямо сейчас происходит на линии фронта, поговорим с Борисом Александровичем Рожиным, нашим традиционным военным обозревателем. Добрый день, Борис Александрович. Добрый день. Если говорить по ситуации на линии фронта, то на Запорожском направлении продолжались бои к северу Степногорска, в районе Речного, а также в районе Магдалиновки, также бои в районе Щербаков и Малой Токмачки. В то время как половина Z-благосферы от безнадеги чуть ли не в петлю лезет, Первый канал констатирует атмосферу последнего рывка. Дескать, еще немного, еще чуть-чуть, последний бой. Стоит сказать, тем же самым телевидение занималось и год назад, да и раньше тоже. А свежий путинский афоризм «мы знаем, чем все закончится, задачи будут достигнуты» — это просто более мягкая форма его же цитаты 4-летней еще давности. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. В одном из недавних выпусков «Большой игры» были представлены количественные показатели, которые должны убедить зрителя. Путин, мол, побеждает. Российские войска наступают на всех фронтах. Вот действительно впечатляют те данные, которые привел Валерий Герасимов. Во-первых, полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Во-вторых, за этот уже 26-й год Россия освободила более 1700 квадратных километров территории и 80 населенных пунктов. И наши войска ведут наступление на всех направлениях. Согласно Герасимову, с начала нынешнего года российским войскам удалось захватить 1700 квадратных километров территории. Оценить достоверность такой статистики сложно. Во-первых, большие площади находятся в серой зоне, которая в полной мере не контролируется никем, что дает огромный простор для манипуляций в любую сторону. Во-вторых, в сообщении не уточняется, 1700 это чистый прирост зоны контроля, или же из этого нужно вычесть
несколько сотен квадратных километров, которые ВСУ отбили обратно. Ведь наступательные действия на разных участках фронта предпринимают обе армии. Пусть и через губу, Первый канал все же указывает на возможную утрату 480 квадратных километров территорий. Но даже если принять на веру максимальную планку в 1700 квадратных километров, нужно понимать, это меньше площади Саратова. Город этот, конечно, не маленький, он один из крупнейших в Европе, но на политической карте это просто точка. И речь не о прорыве на каком-то конкретном участке фронта, а о статистике захвата территорий, размазанных тонким слоем аж по 7 областям Украины, где сейчас идут наземные бои, от Сум до Херсона. Говорить о взятии 1700 квадратных километров за 4 месяца, как о предвестнике победы, можно лишь при условии, что никто не станет сопоставлять масштаб. Потому что, по сути, это открытая констатация факта. С начала года фронт стоит. Если взять за основу более-менее подсчитанные потери за 24 год, то каждые сутки такого стояния – это 235 убитых российских солдат. Еще недавно мы говорили о 231 погибшем за день. Но некрологи за позапрошлый 24 год Медиазона тоже продолжает считать. А вот за нынешний 26-й толком и не начинала. Релевантная статистика будет хорошо, если через пару лет. В то же время украинская сторона настаивает, что сейчас ВСУ выводит из строя более 1000 российских солдат ежедневно. Между тем, на прошлой неделе Валерий Герасимов еще раз напомнил о полном захвате Луганской области, что якобы произошло 1 апреля. В спецоперации заявление Минобороны территория Луганской республики полностью освобождена. Всего за годы войны российская армия минимум 4 отчиталась о 100% контроле над регионом. Хотя в действительности Герасимов с упорством, достойным лучшего применения, уже несколько лет убивает личный состав о крохотные участки местности, составляющие менее 1% от территории Луганской области. Продолжает делать это и сейчас. В чем можно убедиться, даже если оперировать только одобренными российскими ресурсами? Незакрашенную часть Луганской области отчетливо видно на карте Z-проекта Lost Armor. К примеру, видно, что со стороны Райгородки российские войска давят на населенный пункт Надия, что в переводе означает «надежда». Именно здесь 10 апреля, через 9 дней после очередного полного взятия Луганской области, пропал без вести 32-летний Руслан Лещенко. Пост размещен в поисковой группе, получившей аккредитацию от Роскомнадзора. В комментариях родственница солдата пишет вот что. Поступала информация, что из 86 человек в первый заход выжили только 4. С одним мы потом созванивались, он был в госпитале. Узнавали хотя бы номера ребят, но он сказал, что никто не выходит на связь совсем. Есть комментарий от другой женщины. У меня муж с этой части с 3 апреля на связь не выходит. А вот, к примеру, Денис Федотов, он пропал без вести в Луганской области через 14 дней после официальных заявлений о полном ее захвате. Характерная деталь, как место службы указана рота радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что специалисты РЭБ в бой не идут, а сидят и работают на аппаратуре. Однако про Федотова написано: 12 апреля ушел на боевое задание, 15 апреля пропал без вести. На территории, которая якобы уже давно была захвачена российской армией, о чем не единожды отчитались. Недавно в одном из ток-шоу, выходящих на ВК, военблогер Александр Артюнов лишний раз напомнил, как выглядит нынешняя борьба за километры. В наступлении одна за одной идут малые или сверхмалые пехотные группы, в надежде, что из десятка или сотни таких групп какая-нибудь да сможет преодолеть серую зону. Речи о том, как наши вот эти все средства будут работать в наших для продвижения, их вообще не идет. Не максимум, что влетел Мавик, посмотрел, ну пока можете идти. Эти 2 человека на тропе миллионеров, не буду уточнять, что это такое, оставляя еще 222 позади себя, добираются таки до этой норы, и у нас сегодня это победа на данном направлении. Причем в этот тебе пишут день. вправо 10 километров от норы, влево 10 километров, вперед сколько? 15. Да. Все. Тропа миллионеров. Это когда 2 или 3 военнослужащих идет вперед и через каждые несколько шагов видит по пути тело убитого товарища. По телеграмму даже гуляют видео, где запечатлены такие тропы. Их снимают как украинские дроны, так и российские военные на земле. Миллионерами убитых называют потому, что большинство из них – контрактники, получившие денежную выплату.
Мы сегодня оперируем малыми группами, фактически, да, и Да. там вопрос в том, этими малыми группами мы можем освободить Славянск-Краматорск, Харьков, Запорожье, форсировать Днепр. Мы двойками можем это сделать или нет? Смотри. И если и теперь внимание, вопрос: а стоит ли убивать двойки каждый день десятками, если не можем А этого если делать? их не убивать, они будут плодиться. Плодиться – это собеседник Артюнова сказал про украинских военных, имея в виду, что если не убивать каждые сутки российскую пехоту, то ВСУ смогут отдышаться и накопить силы. А если оказывать постоянное давление ценой гибели своих солдат, то не смогут. С ответом Артюнова на это утверждение сложно не согласиться. То есть мы сегодня ведем войну, по факту, я сейчас подведу итог, прошу прощения, что я это сделаю, возьму на себя нелегкую ножку, мы ведем сегодня войну ради взаимного убийства людей. Нет, ни в коем как, ну как нет? Ну подожди, ты сказал. Любая война. Если что, появляющийся в кадре человек в летном шлеме и с измененным голосом – это автор популярного анонимного Z-канала Fighter Bomber. Считается, что его ведет бывший капитан ВВС Илья Туманов, но это не точно. Автор этот еще в октябре прошлого года, если не прям призывал остановить войну на действующей линии фронта, то он называл такой вариант самым очевидным, реальным и логичным. В недавнем же посте Fighter Bomber дал понять, он считает, что война нужна российским долларовым миллиардерам. То есть речь не идет о том, что война нужна России, россиянам или уж тем более жителям Донбасса. Следующий логичный шаг – осознать, что даже если кто-то из миллиардеров и смог нарастить активы на бумаге, им война тоже поперек горла. Никто, кроме Путина, в ней не заинтересован. Официоз каждый год пытается использовать один и тот же прием. Нынешнюю весну эмоционально связать с весной 45-го года. К примеру, 3 года назад взятие Бахмута преподносилось как новое взятие Берлина. Но сейчас прием этот работает плохо, даже для той аудитории, которая отчаянно отказывается вспоминать, кто на кого напал в 22-м. За 3 года после Бахмута нигде, буквально вот ни на одном участке фронта российская армия не преодолела большее расстояние, чем здоровый человек мог бы пройти пешком за пару дней. Какая тут уж победная весна? У российской армии в подобной войне может быть бесконечное число задач. Взять поселок, хутор или отдельно взятую улицу. Дошло до абсурда. В декабре 25-го начальник генштаба Герасимов лично доложил верховному главнокомандующему Путину, что в Константиновке захвачено 45% зданий. И речь о провинциальном городе на 78 тысяч жителей. А глава генштаба и главнокомандующий считают там здания. К слову, бои за Константиновку идут до сих пор. Имея бесконечное количество тактических задач, российская армия не имеет перед собой никакой достижимой цели. В отечественных войнах были 2 финишные черты – Париж и Берлин. Сейчас же финиша нет. И это обстоятельство оказывает гораздо более разлагающее действие на войска, чем даже массовый призыв уголовников. Зачем командиру беречь солдат в боях за малую токмачку? В бесконечной войне, у которой нет ни цели, ни конца, всякий боец, кто не погиб сегодня, погибнет чуть позже. Не за малую, так за среднюю токмачку. Так не все ли равно, дескать, как и где его угробить? Цинизм командиров в российских войсках достигает таких масштабов, что доходит уже и до официальных площадок. Выплата денежного удовольствия. Тоже тут комиссия одна, полковник один с Академии Можайского ездил тоже по этим частям СВО. Говорит, приехал, волосы дыбом поднимаются. Приезжают в одну часть, никому не платят ничего, ключевое слово совсем. Крамола прозвучала в Общественной палате на конференции «Единство армии и народа». Докладчик – отставной полковник Валерий Пегасов. Он начал выступление с нарушений законности и справедливости при начислении военных пенсий и денежного довольствия. А закончил вот так. Тот беспредел, который там творится, требует, тема вообще специальной военной операции, это требует особого внимания, особого разговора. Потому что тот беспредел, который там творится, это не поддается никакому трезвому пояснению. Войсковая часть 78-986, полк от ВКС, командир полка, там представитель сухопутных войск. Он учился воспитывать личный состав, либо обучать, и заставлял разминировать минные поля личным составом, ногами. 12 человек пострадало, из них 5 человек погибло. Я написал письмо на имя Бастрыкина о всех этих нарушениях. Туда приехала комиссия, все командование полка было снято.
Честно говоря, даже при всем том, что мы знаем про российскую армию, она все равно умудряется удивлять. У бесконечного наступления есть обратная сторона. Противник по отношению к атакующим находится в бесконечной обороне. ВСУ тоже вымотаны и обескровлены. На 5-й год войны они также в значительной степени деморализованы. Но у них, в отличие от армии России, нет варианта не воевать. Если сдать Константиновку, придется оборонять Дружковку. Сдашь Дружковку, так придется сражаться в Краматорске. Ну и какой тогда смысл отступать из Константиновки, пока она стоит и не окружена? Все тот же военблогер Арутюнов обращает внимание. У того, кто защищается, есть мотивация давать отпор. Для Украины, как ни крути, мы являемся агрессором. То есть они отражают нападение на свою страну. Да. Нынешняя Украина мотивирована наносить максимальный урон нынешней России и ограничена в этом плане только своими возможностями. Где может нанести чувствительный удар, там и наносит. Ощущают такие удары не только российские военные, но и миллионы мирных граждан, которых Путин забыл спросить, скучно ли им было жить, нужна ли им движуха для разнообразия. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Совсем недавно мы обсуждали удары по Ленинградской области, а теперь горят нефтепродукты в Туапсе. Столб дыма видно за 100 километров. Запах разносится на то же расстояние. Выпал нефтяной дождь. Местные жители дышат отравой. Природе Краснодарского края нанесен огромный урон. На туапсинских пляжах та же картина, что была 1,5 года назад под Анапой. Приходится лопатами собирать густую черную массу. Пока фронт в Украине буксует в районе Малой Токмачки, глубина и чувствительность ударов по России только возрастает. И не существует никакого способа сделать так, чтобы российская армия воевала против Украины, а та не била в ответ. Отдельные Z-спикеры призывают к эскалации и отказу от всех правил. Только не уточняют, куда дальше эскалировать и от каких таких правил российское командование еще должно отказаться. В ход давно идет все, кроме ядерного оружия. Ночи не проходят без массированных атак на украинские города. Каждый день в своих домах гибнут и взрослые, и дети. Эффект прямо обратный. Украина бьет в ответ только сильнее. Любая власть, даже самая дурная, но хоть немного ассоциирующая себя с интересами России и россиян, давно бы согласилась на прекращение войны. И вообще не начинала бы ее. С прекращением работает базовая логика. Если не можешь проломить головой стену, и стена еще и сдачи дает, то зачем голову ломать? Завершать надо. Но во главе страны стоит человек, у которого лишь один интерес – свой собственный. Под предлогом войны закрутить гражданам гайки, открутить свободный интернет. Да и все прочие свободы. При таком целеполагании бесконечное бадание за Малую Токмачку в Украине, как и всякий удар по России, это не проблема даже. А может и хорошо. То, что позволяет поддерживать режим чрезвычайщины, развязывает руки. Ведь не было бы войны, не было бы и запретов военного времени. В среде Z-активистов популярна такая идея. Нужно, мол, донести до верховного главнокомандующего, что Герасимов его дурит и продает ему несуществующие победы. Причем одни и те же по несколько раз. Но кто сказал, что Путин об этом не в курсе и ему нужно раскрывать глаза? Да, Путину нравится двигать стрелочки по карте. Он вживую играет в военную стратегию и совсем не прочь пройти, наконец, Донбасс или Запорожскую область, чтобы перейти уже на следующий уровень. Но главный фронт у Путина не в Украине, а в России. И вот с этой точки зрения ему нет большой разницы, взята Малая Токмачка или нет. Лишь бы бои продолжались. Прилеты украинских дронов Путину тоже не мешают, а то и вообще на руку. Можно обосновать отключение связи. Путин не видит смысла с войной заканчивать. Но вот Россия, судя по динамике президентских рейтингов, начинает видеть смысл в том, чтобы закончить с Путиным. До завтра.